16+. Привет, мои милые птенчики! Вы на канале Red Hyena, и меня, как всегда, зовут Алла. В этом видео я подведу финальную статистику к Resident Evil 5. Итак, когда я начала проходить Resident Evil 5, я обратила внимание, что игра ведет счет моим успехам и неудачам, и я подумала, что будет справедливо, если я также буду вести счет успехам и неудачам игры. Я оценивала игру по следующим показателям: противоречие оригиналу и лору вселенной, количество сомнительных частей тела в кадре, гениальность, количество одинаковых объектов, сложенных друг на друга по 3, проявление нацизма и нетерпимости, отсылки к религии и мифологии. Увидеть мои прохождения с детальным и внимательным анализом вы можете, перейдя в этот плейлист. Итак, перед тем, как мы начнем оценивать игру более четко, более внятно, я вам сразу же выдам критерии моей оценки. Итак, противоречие оригиналу. На S плюс ранг это, конечно же, 0 противоречий, само собой. На S ранг это, максимум 1-2 противоречия канону, да. На A ранг это 3-4 противоречия от силы. На B ранг это 5-7 противоречий. И на C ранг, самый плохой, это 8 и более противоречий. Далее счетчик TADV. На S плюс ранг это у нас 0 противоречий, на S ранг 1-3 противоречия, может быть, на A ранг 4-10, делаем поблажку, на B ранг это от 11 до 19, и понятное дело, что на C ранг это самый плохой ранг от 20 и больше. Счетчик TADV также для извращенцев отдельно. На S плюс ранг это, конечно же, 100 и более. На S ранг 99-80. На A ранг 79-54, то есть вот так вот уже средненько. На B ранг 53-12, уже так вот скудненько, да. И на C ранг это 11 и меньше TADV, вообще никуда не годится. Далее, гениальность на S плюс ранг это, конечно же, само собой 50. На S ранг 49-30, то есть, уже не так гениально. На A ранг это от 29 до 16, прям вообще так вот средненько. На B ранг это 15-8, уже так вот скудоумненько немножко. И на C ранг самый плохой ранг, конечно же, само собой, это 7-0. То есть, представляете себе, 0 гениальности в игре, но это очень плохо, само собой. Далее, счетчик 3 в ряд. Естественно, на S плюс ранг это 0, потому что какие повторения, должна быть какая-то оригинальность на карте. Левел дизайнерам, явно же не так просто должны платить. На S ранг это 1-3, то есть, так вот прощаем, еще нормально, сойдет. На A ранг так вот средненько, это 4-10 повторений, прям вот так вот сложенных в кучу, сразу же, прям 3 в ряд, что мы прям офигели, когда это увидели. На B ранг это 11-19, то есть, уже так вот сомнительно, да. И на C ранг, самый плохой ранг, это 20 и более одинаковых объектов, сложенных друг на друга по 3. Что за бред вообще? Далее, нацизм и нетерпимость. Это S плюс ранг у нас 0. То есть это прям такая очень толерантная, прекрасная игра, где ничего плохого не пропагандируют, все прекрасно, все мирно, замечательно. Далее, нацизм на S ранг. Это 1-2 проявления нацизма. Окей, предположим. Еще более-менее терпимо, можно понять. На A ранг это 3-5, то есть, уже так вот не очень. На B ранг это 6-9 проявлений нацизма и нетерпимости, простите. И на C ранг это 10 и более проявлений нацизма и нетерпимости. Далее отсылки к религии и мифологии, то есть... я думаю, тут вообще очевидно, что я имею в виду, что это такое обогащение лора. И, конечно же, дань уважения культуре страны, о которой или на территории которой
существует определенная культура. Ну, короче, вы поняли, блин. Короче, S плюс ранг это у нас 20 и более, само собой, конечно же. На S ранг это 19-15, на A ранг это 14-8, на B ранг 7-2, то есть, ну, очень мало отсылок к нашей реальной культуре, к нашей реальной мифологии, то есть, ну, уже вот так вот немножко бедненький лор. И на C-ранг это у нас 1-0, то есть, ну, прям вообще очень тупая игра. Итак, что же у нас тут происходит в Resident Evil 5? Давайте сразу посмотрим, по главам пройдемся. Я напоминаю. Глава 1.1. Противоречие оригиналу и лору вселенной. 1. Счетчик TADV. 3. 2 подряд. Гениальность. 8. 3 подряд. 3 в ряд. 23. 7 подряд. Нацизм. 3. 2 подряд. Отсылки к религии и мифологии. 3. 2 подряд. Глава 1.2. Противоречие оригиналу. 0. Счетчик TADV. 3. 2 подряд. Гениальность. 5. 1 подряд. 3 в ряд. 34. 5 подряд. Нацизм. Ух ты. 0. Отсылки к религии и мифологии. 2. 1 подряд. Глава 2.1. Противоречие оригиналу. 1. Счетчик TADV. 12 подряд. Гениальность. 2. 1 подряд. 3 в ряд. 13. 4 подряд. Нацизм. 0. Отсылки к религии и мифологии. 3. 2 подряд. Глава 2.2. Противоречие оригиналу и лору вселенной. 3. 2 подряд. Счетчик TADV. 17. 10 подряд. Гениальность. 2. 1 подряд. 3 в ряд. 1. Нацизм. 1. Отсылки к религии и мифологии. 0. Глава 2.3. Противоречие оригиналу. 1. Счетчик TADV. 5. 2 подряд. Гениальность. 4. 4 подряд. 3 в ряд. 1. Нацизм. 0. Отсылки к религии и мифологии. 0. Глава 3.1. Противоречие оригиналу. 1. Счетчик TADV. 2. 2 подряд. Гениальность. 7. 4 подряд. 3 в ряд. 0. Нацизм. 2. 1 подряд. Отсылки к религии и мифологии. 0. Глава 3.2. Противоречие оригиналу. 0. Счетчик TADV. Счетчик TADV. 5. 3 подряд. Гениальность. 7. 4 подряд. 3 в ряд. 6. 2 подряд. Нацизм. 1. Отсылки к религии и мифологии. 0. Глава 3.3. Противоречие оригиналу. 2. 2 подряд. Счетчик TADV. 22. 21 подряд. Гениальность. 7. 5 подряд. 3 в ряд. 3. 3 подряд. Нацизм. 0. Отсылки к религии и мифологии. 1. Глава 4.1. Противоречие оригиналу. 0. Счетчик TADV. 3. 1 подряд. Гениальность. 3. 1 подряд. 3 в ряд. 0. Нацизм. 0. Отсылки к религии и мифологии. 1. Глава 4.2. Противоречие оригиналу. 1. Счетчик TADV. 2. 2 подряд. Гениальность. 4. 1 подряд. 3 в ряд. 0. Нацизм. 0. Отсылки к религии и мифологии. 1. Глава 5.1. Противоречие оригиналу. 1. Счетчик TADV. 1. Гениальность. 4. 1 подряд. 3 в ряд. 1. Нацизм. 5. 2 подряд.
Отсылки к религии и мифологии – 1. Глава 5.2. Противоречие оригиналу – 0. Счетчик TADV – 18. 16 подряд. Гениальность – 2. 1 подряд. 3 в ряд – 1. Нацизм – 0. Отсылки к религии и мифологии – 0. Глава 5.3. Противоречие оригиналу – 0. Счетчик TADV – 18. 10 подряд. Гениальность. У меня изначально было написано 0, но я добавляю плюс 1 балл. Дальше я расскажу почему. Поэтому 1. 3 в ряд. 0. Нацизм. 0. Отсылки к религии и мифологии. 4. 4 подряд. Глава 6.1. Противоречие оригиналу 0. Счетчик TADV 1. Гениальность 2. 1 подряд. 3 в ряд. 5. 3 подряд. Нацизм 0. Отсылки к религии и мифологии 1. Глава 6.2. Противоречие оригиналу 0. Счетчик TADV 5. 4 подряд. Гениальность 1. 3 в ряд. 0. Нацизм 0. Отсылки к религии и мифологии 2. 1 подряд. Глава 6.3. Финальная. Противоречие оригиналу 0. Счетчик TADV 14. 6 подряд. Гениальность 11. 3 подряд. 3 в ряд. 0. Нацизм 5. 2 подряд. Отсылки к религии и мифологии 1. Я сразу напомню, что из себя представляла каждая глава, какие там были ключевые моменты. Глава 1.1 – это у нас прибытие. Мы прибываем в Киджу-Джу, смотрим на гопников и потом нюхаем отрубленные ноги Рейнарда, который он мазал тухлым мясом. То есть все прекрасно. Глава 1.2 у нас про спасение Элисон, смерть Дечента, а также файт с Уроборосом первым. 2.1 это у нас смерть Кирка, насколько я помню. Да, это оно. И про этих, дурачков, которые на мотоциклах на нас напали. Короче, там еще Кирк умер. Спойлер, да. Те, кто не играл, сорян. Зря вы вообще на это видео зашли, если вы еще не играли. Глава 2.2. Тут самый забавный момент в том, что это как раз та самая глава, где мы впервые видим вживую воплоти Рикардо Ирвина. Поэтому TADV тут, конечно же, огромный. Потому что, конечно же, Capcom должны были, они были обязаны показать нам Ирвина со всех сторон, само собой, обязательно. Глава 2.3 это там, где Ндесу растоптал Дэйва. Глава 3.1 это впервые мы в Ндипью заходим. Глава 3.2 это там, где мы уже чуть дальше в Ндипью зашли и попали на завод. Вот. И глава 3.3, тут очень большой TADV. Сейчас я даже посмотрю. Это, по-моему, рекордный TADV. Да, это та самая глава, где Рикардо мутирует. И там, где он голый, Поэтому, да, тут TADV прям здоровенный. Capcom не могли, наверное, удержаться. Было очень важно, конечно, показать голову Рикардо со всех сторон. Далее глава 4.1. Это там, где мы прибываем в пещеру Джилл, на которую нам указал Рикардо. Типа, идите туда, там вы спасете, там типа Джилл, и все ваши ответы, и вот так вот. Вот, там, максимум посмотреть на Бу и Кетчу, и как Шева убегает от них. Далее 4.2 глава. Это уже там, где мы гуляем по пирамиде Солнца. Там, где мы там путешествуем, радуемся. 5.1 уже солнечный сад и танцы с ликерами. 5.2 это у нас танцы с военными. И тут у нас TADV большой, потому что тут также прибывает Риппер. Не из-за Риппера у нас TADV большой, а в большей степени из-за того, что именно тут мы
смотрим на вот эти вот ракеты, на вот эту вот всю пошлость, разврат, вот это вот все мы видим, и это просто отвратительно, само собой. Далее глава 5.3, это у нас момент с крутящимся лифтом. И, наконец, мы встречаем женщину-ворону, которая носит костюм с открытым доступом и широко разводит ноги, поэтому мы в катсцене очень детально рассматриваем ее мисс Эйду, просто со всех ракурсов. Далее глава 6.1, это у нас уже вот этот танкер Трайсел. Мы на него заходим, на нем танцуем, на вот этих верхних палубах. Потом глава 6.2, там мы все еще танцуем по танкеру, там ничего экстраординарного. Единственное только, что мы там танцуем с Экселой, вот, и это уже интересный момент. Тут как-то маловато TADV, конечно же, хотя, казалось бы... Подожди, Эксела? Стоп, я сейчас перепроверю, что за фигня. Да, я перепроверила, у нас тут не 5 TADV, а 9. Блин, точно, это же доп, это то, что я потом дополняла. Точно, да. Так, и глава 6.3, она у нас про то, как мы втираем Вескеру тухлые яйца в прическу, вот прям в его волосы, и потом окунаем его еще в вулкан, чтобы это лучше схватилось. Вот. Соответственно, что касается TADV, то их все я показала, подставила в финальном прохождении Resident Evil 5, именно основного сюжета, не 2 дебила, а именно основного сюжета. Ссылочку я где-нибудь тут добавлю. Вот, то есть там прям самый-самый финал, там, где мы уже на титры смотрим, я вот это вот добавила, так что все TADV вы можете спокойно посмотреть на широком экране, в большом разрешении, прекрасный TADV именно там. Итак, теперь подсчитываем общий счет за всю игру. Противоречие оригиналу за всю игру было 7. Общий счетчик TADV за всю игру у нас 131, аж 9. Гениальности у нас на 70 набежало. 3 в ряд набежало на 88 за всю игру. Нацизм 17 за всю игру. И отсылки к религии и мифологии 20 за всю игру. Итак, расставляем ранги. Противоречие оригиналу получает Б-ранг, потому что многовато было противоречий, аж целых 7. До С-ранга они, конечно, не дошли, но они были на пределе, что прям это вообще днищем считалось. Далее счетчик TADV на С-ранг, потому что очень много TADV, очень много, конечно же, было сконцентрировано внимание на, сомнительных частях тела. Слишком много, это прям перебор, но для извращенцев, для таких, как мы с вами, конечно же, мои милые птенчики, это на S+ ранг, само собой, прекрасная игра, замечательная, в самый раз. Гениальности 70, это у нас S+ ранг, то есть там уже 50, это считается как бы гениально, а тут прям 70, очень хорошо, Capcom, молодцы. Далее 3 в ряд на 88 набежало, это у нас, конечно же, C-ранг, очень плохой, это прям... как так можно? Нацизм тоже у нас на С-ранг. Capcom, Конечно, это стереотип, что все японцы нацисты, но ё-моё, Capcom, какого фига? Далее, отсылки к религии и мифологии на S+ ранг у нас выходят. Прям тютелька в тютельку залезли. Могли бы, конечно, и получше постараться, но, все равно очень хорошо, молодцы. Вот эта вот культура Африки, особенно вот западной, вот эти вот аджулия всякие, вот эти вот народы Ндипая, как это все проработано, это очень круто. У меня даже есть отдельное видео на эту тему, среди фигурок должно быть, не помню уж точно, по-моему, 4.1 персонажи Resident Evil 5, как так называется, я где-нибудь оставлю ссылку тоже. Но посмотрите все, потому что там только часть я разобрала. Итак, значит, общая оценка игре, если все это вместе подсчитывать, получается А-ранг, то есть... Игра получилась, неплохая, но и не лучше некуда, то есть средняя. Но если считать как для извращенцев, то это будет на S-очку, это будет S-ранг. Тоже, конечно, не безупречно, но довольно-таки неплохо.
Кто-то спросит, а как же пересобрать тогда оценку для нацистов? А я вам скажу вот что, мнение нацистов вообще никого не волнует. Так вот, как видите, игра не так уж и плоха, если взглянуть на нее объективно. Это веселый экшон с философией, сильной драматургией, зрелищными схватками, внезапными сюжетными поворотами, раскрывающий злободневные темы, которые будут актуальны всегда. Плюс эта игра подарила нам 3 уникальных типажа персонажей, которых буквально больше нигде нету. Первый – это у нас, конечно же, Альберт Вескер, пафосный неудачник, мнящий себя богом и стратегом, а на самом деле он просто истеричный придурок, носящий солнцезащитные очки в помещении и не способный продумывать свои ходы дальше, чем на 2 хода вперед. Далее второй типаж – само собой, Рикардо Ирвин, где вы еще таких видели, холодный как труп, безупречный социальный хищник-манипулятор с острым стратегическим мышлением, который скрывается за криками, орами, озабоченностью и перекатами. То есть, вау. Далее третий типаж. Жертва комплексного, обесчеловечивающего насилия без жалости к себе и окружающим. Настолько опасная, что даже тотальная ее шрексуализация выглядит не как приглашение, а как предостережение. Я думаю, все поняли, что речь о Джилл. На первый взгляд, все 3 типа выглядят противоречиво, но на деле все 3 просто наделены глубиной, благодаря которой их поведение выглядит странно, непредсказуемо и нелинейно, но продолжает оставаться внутри их характеров. Отдельный респект хочется выразить тем, кто работал над Альбертом Вескером и над Рикардо Ирвином, потому что их социальные маски крутого холодного бога у Альберта и бешеного безупречного Джокера у Рикардо получились настолько убедительными, что даже люди, много раз прошедшие игру, продолжают верить в эти маски и даже не задумываются, что именно скрывается за этими масками, и из-за этого не могут понять логику персонажей. Это очень круто, на мой взгляд, и показывает обоих персонажей как крайне опасных хищников, которые способны на тотальную мимикрию под любой образ, который им будет выгоден в данный момент. И за Джилл, конечно же, тоже респект, что ее шрексуализация – это не шрексуализация ради шрексуализации, а часть ее травмы, часть обесчеловечивающего ее же саму опыта. То есть ее и не превратили в монашку, святую мученицу, и не стали делать из нее падшую женщину. Подошли с уважением к столь тяжелому опыту, чтобы жертвы подобного могли обнаружить себя в ней и вместе с ней освободиться. Я, признаться честно, раньше, ставя себя на место Джилл, думала, почему они не дали ей самой выстрелить в Вескера из Rocket Launcher, почему Джилл дает Rocket Launcher Шеви и Крису. А потом я поняла, это реализм. Жертвы такого рода насилия и так долго находящиеся в травмирующих обстоятельствах почти всегда приобретают выученную беспомощность. Ну и, как и обещала, объясняю, почему в главе 5.3 я добавила балл к гениальности. Я признаюсь честно, я при прохождении упустила этот момент. Лишь потом, монтируя эти видео и общаясь с подписчиками, я поняла один очень важный момент. Посмотрите, пожалуйста, на эту сцену сами. Listen, I'm gonna be alright. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Uroboros will be spread across the globe. Millions will die. Oh, yeah, but... I'm alright. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? All right. Так вот, Джилл в этой сцене манипулирует Крисом. Ей никогда не было дела до пафоса и героического героизма. Но она знает, Крису есть до этого дело.
Джилл всегда была прямолинейной и честной, она никогда не манипулировала. Это образ мысли Ирвина. Он так размышляет. Нет, конечно же, за весь этот год, что она с ним провела, она не стала им самим, но она переняла часть его фраз и привычек, просто наблюдая за ним. Тонкие манипуляции как эффективный метод добиваться желаемого. Это очень реалистичный момент. Перенимать поведение и привычки Вескера, он ее насильник. Перенимать поведение и привычки Икселлы, она такой же агрессор наравне с Вескером. А вот Ирвин безопасен и относительно добр, пока его не трогаешь и пока полезно ему. Эмоционально сблизиться и перенять привычки человека, который выполняет для тебя роль якоря безопасности, это логично и реалистично. И раз уж у нас зашла с вами речь об Икселле, давайте все-таки о ней немножко скажем, потому что это тоже немаловажный персонаж в этой игре. Увы, с ней геймдизайнера и сценарист сильно налажали. Но даже с тем, что у нас есть, мы можем четко опровергнуть ложные тезисы о том, что Икселла, первое, одержима Вескером, и второе, что она просто секси-шмекси и ничего более. Начнем с двух важных факторов. У Альберта была лишь идея по захвату мира, но план для него разработала Икселла. Именно Икселла привела Рикардо Ирвина в Киджуджу, чтобы обеспечить должное финансирование проекта Ураборос. То есть план и логистика по Ураборосу были полностью на плечах Икселлы, а Альберт лишь играл с пробирками в своей нелепой лаборатории. И именно Икселла передала Ирвину плагу, которую ей подогнал Альберт, благодаря чему и появились Маджини. Но Маджини – это лишь игрище Ирвина в бизнесмена, так что, говоря об Икселле, это имеет малую значимость, так что отодвинем этот факт в сторону сейчас. И наш следующий важный момент – Альберт хотел лишь поиграть с Джилл, попытать ее, поставить над ней эксперименты и вообще использовать ее просто как расходник. То есть, как и было сказано в официальных данных, что Альберт похитил Джилл не для того, чтобы сделать ее своей рабыней. То есть такого плана у него вообще не было. Он хотел просто отомстить. Кому отомстить, не совсем понятно. Себе, Крису, Джилл, всему миру, просто своему прошлому. Но факт есть факт, что он похитил Джилл, чтобы кому-то там отомстить. Капком не пишут, кому именно отомстить хотел Альберт, но кому-то он хотел отомстить, и хотел использовать Джилл именно как расходник в проекте Ураборос, то есть ставить над ней эксперименты точно так же, как и над всеми этими людьми в капсулах. Это именно Икселла предложила использовать над Джилл P-30 и превратить ее в рабыню. Да, ломал психику Джилл Альберт, но это была идея Икселлы. Далее обратите внимание на эту речь Икселлы. Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Она не обожает его, он ей полностью безразличен. Она лишь использует его ради достижения величия. А Альберт для Икселлы – это лишь ступенька к ее трону. Но вот еще одна речь, но уже от Альберта. Is that all you have? Let me clarify something for you, Chris. I don't think of myself as a king. Oh, great. I feel more crazy talk coming on. No, I am a god, and even kings bow to gods. A god? I think he's completely lost it. И вот тут мы видим, что, к сожалению, для Икселлы он считал ее намерение и просто использовал ее ослепленность собственной грандиозностью. Икселла думала, что хладнокровно использует Альберта, но на деле Альберт переиграл ее на ее же поле. Икселла съела Рикардо, Альберт съел Икселлу, Рикардо съел Альберта посмертно, направив Криса к Джилл и прекрасно понимая, что освобожденная Джилл не позволит Вескеру жить. И получается у нас взаимное уничтожение хищников. Такое тонкое и филигранное. Респект, снимаю шляпу. Bravo.
Возможно, стоило бы также оценивать и графику по лекалам 2009 года, и также оценить логические косяки внутри самой игры. И тогда, возможно, оценка была бы ниже. Но зачем, если игра оценивает не каждый мой пук в ней? В следующем видео я покажу свою статистику за тот период. Сейчас, увы, к сожалению, не покажу в прямом эфире, так как после переустановки игры весь мой прогресс слетел. Итак, всем спасибо за просмотр и веселого прохождения. Пока-пока!